Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Немо. Таро расклад. Что скоро и неожиданно? Вот давайте узнаем. Мы еще пока не знаем, с чем это будет связано. Но именно скоро и неожиданно. У нас сейчас с вами время, когда больше знать, чтобы меньше бояться, хочется сказать словами Марии Кюри. Но и в принципе, если вот вы смотрите этот расклад еще в сентябре 2025 года, то сентябрь – это месяц ясности. Мы тут и сами что-то ищем, проясняем или ждем каких-то документов, да, или, может быть, некоторое взаимодействие с людьми. Если вы позже открыли это видео, ну, значит, лично для вас сейчас наступил тот момент, когда вы ищете подсказку, и вполне вероятно, вам это тоже подсказку получите или альтернативный вариант собственных действий вам это как-то поможет разработать. Но я допускаю, что именно в этом периоде, как минимум до конца сентября, может быть и скоро что-то, и неожиданно. Мы сами хотим больше ясности, больше порядка. Вот это, пожалуй, всех нас сейчас объединяет. И меня смотрят люди из разных стран, и везде какая-то многозадачность. Или словно и события, и люди, и пока непонятные возможности, перспективы. Вот некоторое такое состояние неопределенности в той или иной сфере жизни у каждого, я думаю, присутствует. Ну или иначе, наверное, у кого все хорошо, в принципе, не смотрят расклады Таро. Ладно, ну давайте будем реалистами, я всегда об этом говорю, потому что любой прогноз – это как рассмотреть через метафору карт альтернативный вариант. Ну, может быть, и проработать какую-то тему, которая у вас вызывает болевую точку в вашей душе, чтобы снять эмоциональное напряжение и рассмотреть возможности, как правильно провзаимодействовать. Или, быть может, мы чего-то не видим, и здесь мы тоже начнем допускать, а ведь правда в жизни все или очень многое зависит от нашего восприятия. Итак, что же будет скоро и неожиданно? Но вначале давайте мы сделаем своеобразную сигнификацию, кого нам опишут карты, какую историю готовы продолжать, узнаете вы себя или нет. Ну вот посмотрите, десятка пентаклей. У кого-то или вопрос, который касается близких, вашего близкого окружения, ну, может быть, и друзей, кстати. Некоторые друзья бывают едва ли не ближе, чем некоторые родственники. Ну, есть такой момент. Кто-то решает денежную проблему, все-таки десятка пентаклей. Для кого-то из вас это может быть еще и вопрос, который связан, ну, знаете, может быть, и купля-продажа недвижимости, да, все же по десятке пентаклей сам по себе дом. Или какая-то история, связанная даже с переездом или с какой-то встречей. Но в целом, что вас объединяет? Вы все держите под контролем. И я не могу сказать по десятке пентаклей, что вы не ресурсный человек. Вы сами активный человек, это точно, который, самое главное, наверное, ценит традиции. Вот для вас это не пустой звук. Все как-то должно быть вот по-людски, по уму, да, вот есть такие выражения в русском языке. И вот вам больше хочется и порядка. Может, и приходится что-то организовывать. Но, в принципе, ресурсы, самое главное, в ваших руках есть. И даже если вы оказались в сложной ситуации, ну, дух тут боевой, потому что по десятке пентаклей это те люди, которые все равно, но даже и сложные ситуации все равно сумеют отстроить свое благополучие. Но что-то неизбежно заканчивается. Вот уже 13-й старший аркан, я надеюсь, все правильно понимают. Это не про смерть, это именно возрождение. Но здесь перерождение нам прописали в этой колоде карт. Но, наверное, кульминационный момент – это вот как звезда, путеводная звезда, назовите это наше желание, цель, намерение, которую мы поставили и хотим достичь. И даже если, ну, вам пришлось корректировать себя, собственные планы, вы понимаете, что придется для того, чтобы что-то очень главное достичь, ну, или подвинуться словно, да, смотря чего касается вопрос, или рассмотреть этот самый альтернативный вариант. И, может быть, вы теперь думаете, ну уж я точно в этот раз возможность какую-то не упущу. Вот вы готовы
вы как будто держите даже руку на пульсе. Есть, значит, и те или события, обстоятельства, которые вы уже приняли, ну, вот так, как есть, как данность. Случилось, произошло. Может быть, у кого-то из вас даже прежде, ну, это, знаете, много было каких-то поражений, каких-то фиаско. Может быть, это было связано с утратой людей, очень близких людей, уходом людей или тех даже людей, пусть это не буквально, ну, как наш родной человек, или даже родной, но не от вас это зависело, самое главное. Это вы уже об этом узнали. И тоже иногда внутри нас все как протестует, а тем не менее, ну, какое-то время проходит, и мы все равно постепенно адаптируемся, потому что хотим мы или нет, но, увы, ни на что, ни на все, по крайней мере, мы не влияем, когда касается обстоятельств и решения других людей. Нам приходится это принимать и с учетом этого отстраивать что-то новое. Вот вы уже смотрите в день завтрашний. Уже какая-то аналитика, может быть, дня вчерашнего, она у вас завершилась. И вот я должна сказать, тут может быть такой момент, то что вы смирились, приняли как есть. А вот теперь для вас судьба будет открывать какие-то новые варианты и новые возможности. И вполне вероятно, это в принципе для вас где-то может быть элемент неожиданности. Что еще о вас нам расскажут? Да, тут еще и элемент скорости. Вы держите действительно руку на пульсе. Вы готовы, если нужно, как будто с низкого старта куда-то взять, поехать, отправиться, что-то согласовывать. Кто-то из вас, я допускаю, вел переписку, ну, такую своеобразную, может быть, с разного рода инстанциями, отправляли какие-то запросы, может быть, и письма, важные бумаги, ждете ответа. И, скорее всего, ответ вот будет получен. Ну, я так думаю, в ближайшее время, в ближайшие дни. Вы потому что понимаете, вот посмотрите все карты, как бы не было тяжело, вы знаете, это зачем вы это делаете, для чего это вам нужно, вы понимаете, куда вы идете. И даже если есть, врываются словно в какие-то, ну, такие моменты непреодолимые, да, которые именно принять приходится. Но все равно, так или иначе, вы умеете отстраивать свое благополучие. Вот, пожалуй, десятка пентаклей – это карта все-таки сильного человека. Может быть, вот эти традиции, вероисповедания. Тут у меня смотрят люди абсолютно разных вероисповеданий. Но вера ведь тоже помогает. Это очень важно. Это как стержень формируется в нашей душе. Поэтому вот вы умеете себя как бы в кучку собрать из какого-то щебня. Мне очень нравится именно в переводе мы в русском языке часто говорим подняться там с колен или с руин, да, а вот в итальянском там буквально фраза как из щебня. То есть это не есть там руины, да, когда там что-то может быть и покрупнее. А нет, а тут вот именно из каких-то мелких камешков, когда ну вот вообще ничего, словно выжженная пустыня. Тут действительно меня смотрят сильные люди. У кого-то, кстати, могли быть такие моменты, которые были связаны с внезапным отъездом человека какого-то. Или наоборот, известие от какого-то человека. Это то, что было. Вы, может быть, теперь уже себя даже перестроили на новый лад. Все же иногда рыцарь мечей – это, знаете, спонтанное какое-то решение чье-то, и перемещение одновременно. И все это где-то в скорости. И перемещение, и решение. Может быть, и не успел что-то додумать человек, или не мог на что-то повлиять. Тут вот разные моменты. И вы уже приняли какую-то данность. Но вот теперь именно, может быть, в тот момент, когда вы сказали, ну ладно, случилось, произошло, а тут у вас начнут разворачиваться события. Все же посмотрите, с одной стороны, вы подвели итоги, да, 13-й старший аркан. Но ведь это завершение, по сути, это трансформация карта. И дальше нам скорость все-таки идет. И это не совсем как новый какой-то этап. А тут все равно с элементом того, что вам уже знакомо. Поэтому у каждого будет по-разному. У кого-то и человек возвращается точно. Я не могу сказать, что это будут те люди, которых вы рады видеть или хотели бы, хотя все-таки больше рады. Но опять же, круг вопросов у каждого свой.
Может быть, это есть, вот как двойка чаш, это сейчас какая-то эмпатия, вдохновение, что правда моя тема какая-то может решиться. И эта тема касается либо финансов, или откуда к вам приходят деньги, вопросы буквально жилья, недвижимости или ваших близких. Карта любви, карта искренности. Ну да, но пока еще 1000 неизвестных, 1000 неопределенностей. Вы очень интуитивный человек. Вообще мудрые люди идут по верховной жрице. Те, которые умеют анализировать, те, которые умеют, хочется сказать такую фразу, слышат кожей, как растет трава. Потому что мы живем с вами в такое время, не все поддается аналитике и здравому смыслу. Иногда наше подсознание, вот именно как интуиция, подсказки собственной души, дает правильные ориентиры. Но я бы сказала, вы как будто вроде как уже вы и отстроили в какой-то мере свое благополучие. Вы знаете, чем вы занимаетесь, да, и чем вы будете заниматься. Есть и то, что вам пришлось смириться вот с этим, да, и вдруг у вас что-то начинает развиваться. Вы где-то и предполагаете, что у вас какая-то история. Может быть, вы получили какое-то уже известие или состоялся какой-то разговор. То есть явно, или как бумага какая-то, да, была вами получена прежде, или вот тот запрос, который вы отправляли, а теперь, может быть, ждете. И, в принципе, есть такой вариант, что, ну, вы что-то проясните, либо разузнаете больше. И вот теперь-то вы, все же это последняя карта, что у вас происходит сейчас. Вы и интуитивно, и умом понимаете, ведь правда. И еще пока в некоторых вопросах не все точки над «и» расставлены. Ладно, идем с вами дальше. Давайте будем узнавать, что же скоро и неожиданно. С чем это будет связано? Или правда удивит вас кто-то или что-то. Может быть, и неожиданная новость это будет. Обстоятельства какого-то дела откроются. Прояснится вопрос. Итак, что скоро и неожиданно. А вот по справедливости тут что-то может быть. И вот смотрите, всегда ведь этот аркан причина и следствие. То, что мы, чем мы занимались прежде, и вот теперь какой результат мы получаем. И если вы сделали что-то хорошо, да, пусть вы помогали кому-то, или вот, ну, все равно вот вы поступили по справедливости когда-то. Вы честный человек, правда? То пусть руками других людей обязательно по аркану справедливости вот нас проходит даже время какое-то, и нам как судьба возвращает эту возможность. Мы уже отказались, мы, может быть, даже уже забыли, а вот так складываются обстоятельства иногда у людей, что они сами пытаются вернуться. Конечно, может этот аркан свидетельствовать о том, что если, ну, как-то вот мы допустили ошибки в прошлом, то теперь нам на доработку какой-то вопрос тоже могут вернуть. Может быть, уже буквально. Прежде была какая-то история, связанная с судами. Почему нет? Напрямую могу такое предположить. А потом вот так ведь тоже бывает. Какое-то дело, оно и не двигалось вперед, и вроде бы и завершения не было, и вроде уже этап какой-то прошел. Мы, если не забыли, то думали, что, ну, как-то там отложено, уже это, ну, не на повестке стоит, да. И тем не менее, вот что-то может возобновиться. Возобновиться может что-то у вас. То, что связано с официальными какими-то, ну, как заявлениями, официальными документами, бумагами, согласованиями, может быть, с чиновниками, инстанциями или буквально с буквой закона. Может быть и так. Что же скоро и неожиданно случится или произойдет. Правда, может быть и новость. И вам придется от этого принимать какое-то однозначное решение. Что еще скоро случится? Вы знаете, у кого-то может даже встать на повестку переезд, перемещение. Может быть и вынужденное перемещение куда-то. Для кого-то из вас это работа, к примеру, да, вот даже банально будем говорить. Вы по аркану справедливость вам предложили, может быть, должность, но эта должность будет связана с командировками. И вы думаете, как это, вы к этому где-то не готовы, можете быть, кстати, это правда, это
Знаете, как случайно вот эта неожиданная новость туз жезлов может обозначать. Вы ее слышите, вам нужно именно как бы подстроиться под тот либо график, либо под какие-то условности или условия. И вам буквально придется куда-то поехать. Или просто больше перемещаться. Что же еще скоро и неожиданно? Ну, перед вами возможности. Может быть, и ситуация такая непростая. Знаете, как вот чаще это бывает именно на что мы не влияем. Аркан мага. Магами не рождаются, становятся, мои дорогие. Но здесь, конечно, могут быть с учетом аркана справедливости, сильный мира всего. Когда вам прежде не сказали всей правды, ну, может быть, какой-то вопрос, или умышленно, или случайно, не нарочно. Тоже вот вы либо не видели, вот как обстоятельства дела на самом деле происходят, а может быть, и не сказали все же. Тут у вас старшие арканы. Так вот, теперь вы эту правду узнаете. И в зависимости от того, если это как даже сильный мира сего, да, вы понимаете, что мне теперь скажут каким-то окончательным решением. Вот у кого-то будет и так, я вот этого не исключаю. Ну, и у вас-то все равно много возможностей. Есть все-таки маневр. У мага всегда есть маневры. У него и всегда есть выход. Но тогда я бы сказала, тут что-то нужно продолжать, даже если уходить или идти куда-то приходится налегке. У кого-то это может быть связано со сменой места жительства, правда? Ну, может быть, так обстоятельства складываются. Так что же еще скоро и неожиданно? Как много старших арканов. 5 карт, 3 старших аркана. И по справедливости маг и 15-й старший аркан. Тем не менее, будьте внимательны, потому что это всегда какая-то игра, которая может в любой момент перейти в опасность, а мы не видим. Для вас точно на эмоциях нельзя действовать, потому что рядом могут быть такие люди, как маг. Все же есть значение великий манипулятор, хотя это великий практик. Но и для вас нужно видеть, что происходит вокруг вас, то есть какая-то осознанность. А если и внешние события, если вам что-то предлагают, то очень хорошо понимать, зачем вы это делаете, для чего. И самое главное, видеть на пару шагов вперед, потому что тут есть какая-то зависимость, понимаете? Может быть, это вам придется как-то себя даже видоизменять, да, ну вот от чего-то отказаться, потому что если, ну, вы можете к такому выводу прийти, если я буду так же продолжать, то тогда для меня будет опасно. И, ну, у каждого тут чего-то своего может касаться. Но я так вижу, что это именно либо неожиданная новость, либо по тузу жезлов, это еще и может быть как не, ну, может быть и получение документа. Или вот есть какая-то реальность, которая уже теперь, она складывается, и тут от вас не зависит. А вот что с этим делать дальше, вам нужно продумать. Давайте мы еще спросим, что же еще скоро вас удивит или будет неожиданностью? Что скоро и неожиданно для вас? Может быть, что скоро и неожиданно. Но вот есть какое-то сожаление. По пятерке чаш тут, знаете как, это не новость. Вот, может быть, нам пока самое начало ситуации, да, но это то, почему мы переживали, это то, почему или по кому мы сожалели, это то, что мы не могли изменить. Возможно, мы и пытались. Но вот я часто говорю по пятерке чаш, это то, что, как словами Клаудио Пенеро, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Опять же, есть еще какой-то момент, факт, когда вас это ранило. Либо это было даже предательство, может быть и так, или неожиданная новость, чье-то действие для вас неожиданное, или наоборот в каком-то бездействии. Вы ожидали действия от человека, а в ответ не получили ничего. Ну, давайте будем раскрывать, что же там скоро и неожиданно. Да, точно, смотрите, тут вопрос, скорее всего, вторая позиция, да, или что скоро и неожиданно. Тут будет касаться какой-то знакомой истории, и, может быть, она связана с чувствами, с конкретным человеком. Действие или бездействие. Тут, ну, все же мы разные. После чего мы, как по восьмерке мечей, как в искаженном восприятии, мы какое-то время вынуждены адаптироваться, может быть, после какого-то глубочайшего разочарования. Мы никому не верим. Вот как эта девушка, да, нам показано, она находится
как бы в одном месте, а в зеркале она видит совершенно иную картину, как будто связана по рукам, как будто глаза-то тоже не видят, что происходит. То есть какой-то период мы были во власти собственных эмоций. Нам еще потребовалось это как-то преодолеть, переболеть, мои дорогие, может быть и так. Тут не происходит это вот так, раз и прошло. Нет, это чаще всего какой-то очень грустный, печальный опыт у вас был. Хорошо, тогда что же с этим опытом? Скоро и неожиданно. А вот смотрите, туз чаш, радость какая-то по той теме, которая вас очень разочаровала, может быть, даже как выбила из колеи на какой-то период времени. И да, тут это было связано с чувствами. Чувства, конечно, у нас даже по работе могут быть. Ну, давайте прямо скажем, если вы любите свою профессию, вы больше себя отдаете своих ресурсов, знаний, умений, даже времени. И, конечно, мы же тоже хотим, ну, или какого-то признания, или мы оценки нашей работы адекватной тоже хотим. Это нормально. Наоборот, ненормально, я бы сказала. Ну вот, видимо, взамен вы получили только разочарование, а вам теперь пространство Вселенной может вернуть какую-то возможность, когда вы остаетесь довольны. Так, а что же это еще скоро и неожиданно? Вы смотрите, быстро что-то не прояснится. И тем не менее, история какая-то знакомая, мои дорогие, Луна. У кого-то, опять же, с чувствами, с тем человеком, с которыми были прежде контакты. У кого-то может быть родственник, может быть и кровный родственник. Или дорогой, любимый человек. Потому что по Луне это буквально те, кого мы любим, со знаком плюс, если мы смотрим Луну. Те, кого мы любим, и тот с нами буквально проживает, как семья, может быть. Ну, или на какое-то время как семья была, да, допустим, может быть, не были оформлены отношения, а фактически вы вместе проживали. И, может быть, у кого-то и вопросы с детьми связаны, с внуками связаны. То есть, ну, с теми, кто именно ваша была как семья. И потом по какой-то причине это все расстроилось или что-то прервалось, и вы один на один остались, и ничего не оставалось, как с одной стороны эмоции, с другой стороны я словно света белого не вижу. Ну, буквально как-то так. Может быть, для кого-то это была ситуация, когда, знаете, вы оказались. Я иногда по аркану Луна, ну, вот тут как бы в прошлом это, да, нам вот первые 2 карты обрисовывают, но Луна нам падает все таки на будущее. Но я должна все равно сказать, понимаете, остерегайтесь толпы, понимаете? Тут меня несет толпа, я часто говорю в своих видео, когда выпадает аркан Луна. И нам может казаться, что да подумаешь, я вот так вот легко и вышел. Нет, мои дорогие, это то состояние, когда мы перестаем себя контролировать. Может быть, и наперед где-то. Остерегайтесь тоже толпы. Вам постоянно нужно анализировать. Понимаете, вам нельзя пребывать вот в этом состоянии с закрытыми, словно завязанными глазами. Будьте мудрыми. Тут у нас вороны буквально пытаются как бы у девушки и снять эти путы и повязку с глаз, но в итоге у них, понятно, не получается. Очень много разных мыслей. И она еще больше запутывается, как будто, понимаете, вот как-то рационально нужно, для вас это будет правильно, оценить обстановку. Ну вот, наверное, знаете, как разведчик пришел и так вот сразу все зафиксировал, что есть сейчас. Ну, у кого-то профессия, она тренирует вас на то, чтобы вы, где бы вы ни находились, эмоциям не время. Пришел и вот быстро вот так вот все схватил, взглядом понял, так, что вокруг происходит, что говорят люди. То есть, что есть по факту, объективно как бы, да? Вот вам что-то подобное, вот это не просто критическое мышление, а это объективизм, мои дорогие, когда мы осознанно видим какие-то мельчайшие детали. Вот для вас это все почему-то важно. Ну хорошо, а что это такое? Что же будет в конечном итоге скоро и неожиданно? Приготовьтесь к тому, что правда какой-то вопрос с одной стороны вдохновляет, что-то нам нравится, да? И мы можем, словно, знаете, какой-то побудительный такой импульс прочувствовать. Эх, была не была, я прямо вот сейчас к чему-то приступаю, на что-то соглашаюсь. А дальше аркан Луна. Нам говорят, слушай свою интуицию. 10 раз посчитай, отмерь как будто, да?
Будь очень осознанным, внимательным и приготовься к тому, что тебе словно придется вот как над обрывом пройти между двумя берегами. Возможно, тебе придется отправиться туда, куда ты прежде не собирался, или сделать что-то так, как ты раньше не поступал. Будьте к этому готовы. Пусть это даже не у всех проиграется, но в той или иной мере, скорее всего, перестраивать себя придется. И никаких эмоций. Здесь могли именно эмоции повредить. И здесь, как будто, знаете, вам как судьба какой-то своеобразный опыт или не просто проверку этого опыта, экзамен может повторить, когда тоже нахлынывают вот такие эмоции, как по тузу чаш, это что-то приятное, радостное для нас. И мы становимся во власти всего этого. И мы словно в розовых очках или с замыленными глазами, мои дорогие. Правда? А тут нужна сосредоточенность от начала до конца. Пусть это всего лишь 2 шага, но вам нужно сделать над этим обрывом. И карта говорит, не смотри вниз и не оглядывайся назад. Просто тебе отсюда только полный вперед. Может быть, вы буквально будете искать недостающую информацию, потому что должна наступить какая-то ясность. Правда, вы получите какое-то известие, которое само по себе еще словно сырое. Непонятно, что это такое. Ну вот давайте мы узнаем, а что это такое вообще, правда? Что это? С чем это связано? Вы знаете, тут может быть как начало-начало, вот по 7 пентаклей. Это может быть какой-то вопрос по части работы или откуда к вам приходят деньги. Тут, правда, нужно как будто вырастить вот это денежное дерево, еще разобраться, ухаживать за этим нужно. Но вообще это пауза. Поэтому мало того, что над обрывом, так еще может быть какой-то период ожидания. Что же это может быть еще? Вы понимаете, вам сейчас все-таки, я вижу, себя сохранять нужно. Тут ведь по 7 жезлов на вас приготовьтесь к тому, что будет очень много вокруг разного рода людей или много информации. Вас могут к чему-то призывать, склонять или уговаривать даже. А вот девушка наша сидит, сохраняет собственный дзен, потому что я сама, ну или сам мужчина перекладываете на себя. Вот сейчас это самое важное в вашей жизни. Значит, еще какие-то тысячи неопределенностей. Может быть, как и в какой-то общности вы можете оказаться, и там как-то по-другому себя надо будет повести, отстроить, да, свое благополучие. Есть и то, что полезно, и то, что нужно как бы продолжать, ну или, может быть, обстоятельства так складываются, а тем не менее. Вот те энергии, о которых я говорила по этим картам, я уже не повторяю, их как будто продолжать в себе культивировать. Так и хочется сказать, культивируйте не включение, не согласие, умение себе создать какую-то подушку безопасности. И я не имею в виду финансы, хотя может быть и это. Я имею в виду, как, знаете, пространство для маневра, потому что в некоторых моментах придется отступать полшага назад, дать себе время просто продумать, проанализировать или, может быть, и выйти из какой-то темы. Но на первый взгляд там не будет ориентиров. Будьте к этому готовы. Вот это может быть неожиданно. И от того, как вы правильно провзаимодействуете, может быть, и придется кому-то выходить сухим из воды. А почему нет? Жизнь наша, она самая разная. Ну, значит, если мы имеем это пространство для маневра или запасной аэродром, значит, у нас и больше ресурсов для этого. Ладно, с чем это еще может быть связано? Но все равно вот прошлое должно закончиться. Оно-то вроде бы как закончилось, но я так вижу, что некоторые нюансы о себе еще будут напоминать. И, видимо, вот посмотрите, тут идет карта праздника. Или пусть какая-то история к радости как бы завершается. Но пока мы до этой радости дойдем, тут еще не все так однозначно, мои дорогие, может быть и выбор. Да, да, праздник после победы точно будет. Вот смотрите, была какая-то история, да, мы говорили, а потом идет туз кубков, то есть радость, нас что-то точно вдохновит. Но, мои дорогие, здесь же еще и луна. А нам снова говорят, а ты тут аккуратно, тебе надо словно вот над этой пропастью пройти. И ведь нельзя сказать, что пройти невозможно. Возможно, но это потребует от вас некоторых качеств. Буквально, как и сохранять, научиться, может быть, по-новому.
сохранять и то, что как перспектива какая-то, не терять где-то присутствие духа, но и по возможности закрывать прошлое дверь. То есть что нужно словно взращивать, ухаживать, но есть то, что не имеет никакого ни прогресса, ни смысла. Вот вы когда правильно сложите какой-то узор, словно пазл, вот и получается и сам праздник, ну и победа, и праздник после победы. Ну вот обстоятельства подобные могут быть связаны или с конкретным человеком, ну, может быть, у кого-то обстоятельства, правда, так. Или какой-то вопрос так вот шаг за шагом проясняется. Не сказать, что вот прям буквально все так легко и просто. Ну ладно, давайте еще одну позицию все же посмотрим. Что же там скоро и неожиданно произойдет, случится в ближайшее время. Девятка жезлов, но все равно из ограничений каких-то вы выходите. Вот смотрите, как будто сил у вас достаточно по девятке жезлов. Ваша задача – искусство мелких шагов. Ну, может быть, вы сейчас уже где-то в таком состоянии находитесь и куда-то сами не спешите. А вот смотрите, тут правда. Карта император, тут может быть все что угодно. Или человек, вы можете столкнуться с сильными мира сего. Опять же, все-таки это у нас прообраз системы. Может быть и система. Или это руководитель на работе. Это может быть какой-то закон, который тоже вот нам нужно знать наверняка. И как это работает в отношении нас. Может быть и вопрос какой-то решить. Возможно, это люди, пусть даже один человек. Нам ведь не говорят, пока сейчас мы раскроем. Но мы, опять же, все разные. У кого-то в личной жизни иногда бывает такой император. Ну, почему нет? Даже в лице супруга, например. Или даже супруги. Бывают и женщины, и мужчины занимают определенный пост, или их работа, она связана с высокой степенью ответственности. Да, такое есть. И там и без постов даже, а ответственность там огромная. И человек, он постоянно в таких энергиях. Он постоянно что-то анализирует. Он где-то, ему нужно действовать как и в каком-то регламенте или в каких-то рамках, может быть, и по приказу даже. Вот, кстати, я такое допускаю. И эти рамки он здесь никак не подвинет. Ему именно вот в ограниченных даже каких-то условиях нужно действовать очень правильно и хорошо. Может быть, и вас человек с таким вот, знаете, человеком, который все-таки более чем ресурсный, столкнет жизнь. Или кто-то из официальных источников вы получите либо бумагу, документ, или откроются какие-то обстоятельства дела. Что еще? Второй старший аркан. Смотрите, для вас контакт с этим человеком может означать, ну, буквально какую-то судьбоносную возможность. Да, даже вам такой человек может быть вот как ангел-хранитель, правда. И этим самым, может быть, и есть смысл подумать, если вот у кого-то что-то подобное будет складываться, да, вам нужно быть дипломатом, потому что вы можете находиться несколько в других энергиях, нежели этот человек. И я бы не сказала, тут речь не идет о каком-то стопроцентном сразу доверии. И в то же время о недоверии не идет. А вот тут нужно постоянно, опять же, что-то обдумывать. Внешние обстоятельства, два старших аркана. Или тот человек, вот император, никогда вам не расскажет, что он там думает. Он не сядет сюсю, ля-ля, там что-то долго объяснять. Нет, он скажет кратко и по делу. А ты там, если не услышал, недопонял, ну или вообще там как-то не сообразил, ну, приходится соображать или додумывать самому. Но если додумывать, мы тут можем такого надумать. А может быть, какую-то информацию дополнительную вы будете искать. Но это для вас имеет смысл. И действительно, это могут быть и документы, и какие-то важные решения. И для вас-то это все равно какой-то есть плюс. Причем не случайная случайность. Вот такое тоже может быть. Что скоро и неожиданно. А я тут вижу у вас по части личной жизни что-то может меняться, правда? Может быть, это и связано с человеком. Может быть, это вы встретите такого человека, и его величество случай вам поможет. Император и императрица. И это могут быть сразу и вопросы дома, и вопросы личной жизни, вопросы вашего статуса, плюс-минус.
Вот посмотрите, старший аркан – это вам как судьба дает возможность. Но как с этим провзаимодействовать? Девятка жезлов, с одной стороны, девятка – это уже перемены. Это, с одной стороны, мы выходим вот из-за этого забора. Ну, на всякий случай мы жезл один так, ну, для надежности берем, ведь, правда, а мало ли, обороняться придется. Здесь мы настороже. Здесь мы не благодушествуем вообще ни разу. А, наверное, какая-то, может быть, предыдущая история нас научила. И мы умеем правду от каких-то иллюзий уже отличать. Но к чему же тогда все идет? Мне хочется спросить. К чему тут все идет? К какому-то выходу из лабиринта. Какой-то запутанной истории, которая у вас решится. Потузу мечей это всегда, вот знаете, вариантов много, мнений досужих много, каких-то, может быть, и наших желаний тоже много. А вот в реальности есть что-то одно. И нам это приходится учитывать или принимать. Может быть, это ваш собственный импульс или ваше собственное решение. Нам не говорят, с чем это будет связано. Но то, что решится какой-то вопрос, это железно. И я тут больше вижу, что это по третьей позиции. Ну, это не третья, это можно и соединить. У кого-то тут взаимосвязано, мы все-таки все разные. Но вот эти три старших аркана, посмотрите. Раньше был забор, да? Или, может быть, там и был такой своеобразный лабиринт. А теперь это завершается. И три старших аркана в середине. Ангел, аркан умеренности, спокойствия, где-то и надежности, эмпатии. И по бокам у нас пара император и императрица. Многообещающий такой вариант, правда, третий. Хотя я должна сказать, тут тогда не совсем может быть завтра. Старшие арканы, мои дорогие, это не совсем тот промежуток времени, даже если вы его загадали, как это вы себе представляете. По старшим арканам это как высшие силы. У них свое расписание, понимаете? Потому что старшие – это именно и есть старшие. А те, которые младшие арканы, это когда зависит только от нас. Есть вопросы, которые и зависят от вас, но, видимо, у вас такой период жизни, когда очень много обстоятельств, связанных с новостями, с людьми, с какими-то делами, общими событиями, и вы где-то от них зависите. Но так или иначе у вас какая-то очень красивая перспектива может получиться, правда? Перекладывайте на себя. А я вас благодарю за ваши прекрасные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Я вас люблю искренне. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.